Друзья, всем привет! С вами Айман Яскараева, юрист в Дубае. В этом видео я хотела бы рассказать вам об открытии банковских счетов. Очень часто задаваемые вопросы по открытию банковского счета для тех, кто переезжает. Очень актуальные вопросы в этом видео я озвучу. Пожалуйста, подписывайтесь на меня в YouTube, подписывайтесь на меня в Инстаграме, я более подробнее рассказываю о тех или иных нюансах законодательства в Эмиратах. Итак, поехали. Для открытия банковского счета обязательно необходимо являться резидентом. Вы не можете открыть банковский счет, если у вас нету вклейки в паспорт, ID. Это самые главные документы, когда банки рассматривают возможность открытия вам банковского счета. На территории Эмиратов существует несколько известных популярных банков. Как правило, они у всех на устах. Это Dubai Islamic Bank, это Abu Dhabi Commercial Bank, это Emirates NBD Bank. Это одни из самых крупных банков. Также существуют банки, которые, можно сказать, более местного, локального своего назначения. Это Шарджа банк, это Рас Аль-Хейма банк, это Машрек банк. Кроме того, следует отметить, что на территории Эмиратов есть также дочерние организации, самостоятельные банки Citibank, HSBC банк, а также ряд других банков, которые открыли свои филиалы на территории Эмиратов. Как правило, требования банки предъявляют ко всем своим клиентам практически одинаковые. Необходимо предоставить пакет документов. Это в первую очередь подтверждение вашего статуса, паспорт, гражданство какой страны у вас. Более того, вы предоставляете визу резидента, копии документов ваших. И самые главные документы, которые интересуют банк, это ваша справка о выписка платежная за последние 6 месяцев в вашей стране проживания, либо в банке, где вы были последнее время резидентом, вы должны показать выписку с банковского счета за последние 6 месяцев. Вторым важным документом является наличие активов у вас. Для банков очень интересно посмотреть ваш профиль. То есть банки проверяют, какие активы на ваше имя имелись в других странах. Вы должны предоставить, если у вас есть такая возможность, учредительные документы, где компания, в которой вы являетесь основателем, либо это документы на недвижимое имущество, как в пределах страны, так и за пределами страны. Еще одним важным документом является справка о подтверждающей ваш адрес проживания. Этот документ является очень важным для того, чтобы банк мог подтвердить ваше резидентство, в какой стране вы жили последнее время. Таким документом, как правило, являются квитанции, которые приходили на ваше имя по коммунальным платежам. Это справка выписки с банковских счетов, где указаны ваш адрес. Кроме того, паспорта у некоторых граждан содержат также адрес места проживания. Очень важным является также подтвердить банку наличие легальности ваших средств. То есть, если у вас есть активы, а они у вас есть, поскольку вы уже открываете банковский счет, банку важно понимать, кто перед ним, кто его клиент. То есть банк проверяет, какой у вас статус, откуда у вас деньги. То есть источниками денег, подтверждений являются в первую очередь это договоры купли-продажи, если вы недавно продавали свою недвижимость или квартиру, машину или любое иное другое имущество, антиквариат, который подтверждает, что у вас источник доходов достаточно таки прозрачный. Возможно, вы получили наследство или у вас был раздел имущества, даже в розыгрыш, может быть, вы выиграли в лотерею. То есть все деньги должны быть официально показаны. Это самая основная информация, которая интересует банки. То есть, когда мы идем в банк, необходимо понимать, что банки проверяют в первую очередь надежность человека, который к ним будет у них постоянным клиентом. Более того, банки требуют положить на счет определенную сумму денег, она может варьироваться в зависимости от одного клиента к другому. Как правило, банки запрашивают положить на счет и неснижаемый остаток в размере от 50 тысяч долларов до 200 тысяч долларов. Отдельные банки. Это необходимо для того, чтобы счет ваш был рабочий и движение денег было на вашем счете. И банк таким образом тоже такие требования себе обеспечивает за счет того, что у него будут клиенты надежные, которые действительно используют банковский счет, и он не является бездействующим.
Сроки открытия банковского счета варьируются, к сожалению, на данный момент очень это затягивается по ряду причин. Бывает, что банки не отвечают, либо, возможно, банки не сразу реагируют на ваши запросы, либо держат вас в таком подвешенном состоянии, когда не говорят вам ни отрицательный, ни положительный ответ по вопросу открытия банковского счета. Такие сроки затягиваются в среднем на 3 месяца, но бывает и дольше. Нужно полагать и понимать, что эта страна также зависима немножко от факторов, таких как Рамадан месяц или такой же наплыв мигрантов, которым нужно открыть банковские счета. Поэтому надо эти факторы учитывать, когда вы планируете свою поездку. Потому что основным важным моментом является, что вы не можете открыть банковский счет, находясь за пределами страны. Друзья, это была основная информация, подробная, более подробная по открытию банковского счета. Надеюсь, что вам было полезно. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Я буду записывать для вас более другие темы подробнее. Постараюсь освещать на своем YouTube-канале. С вами была Айман Ескараева. Подписывайтесь на меня в Telegram-канале, где я веду регулярно, отправляю вам законодательные изменения в законодательстве Объединенных Арабских Эмиратов. Спасибо большое за внимание.